больше знаний мы для себя открываем, тем отчетливее осознаем, сколь много неразгаданных тайн нас окружает. Они повсюду, внутри каждого из нас, на нашей планете и за ее пределами. Стремясь узнать секреты мироздания, мы вглядываемся в небо с помощью все более совершенных приборов. Там, в глубинах космоса, скрыта тайна, которая не дает нам покоя сильнее остальных. Имя ей — черная дыра. Но несмотря на свое название, это вовсе не дыра, а область пространства, которая с невероятной силой притягивает материю вокруг себя. Из черной дыры не способен вырваться сам свет, а ведь его скорость 300 тысяч километров в секунду. Максимальная скорость, возможная в нашей Вселенной. Даже время останавливается на горизонте черной дыры. А за горизонтом время и пространство меняются местами. А теперь представьте, что частичка далекого космоса есть в каждом из нас. Ибо все химические элементы, из которых мы состоим и которые нас окружают, изначально образовались после Большого взрыва, а позднее в звездах. Свойства всего нашего мира и даже молекул ДНК, которые лежат в основе жизни, определяются тем, из каких элементов они сложены и как именно. Но что есть жизнь и как она возникла? Жизнь — не что иное, как деление клеток. А клетки — это способные размножаться системы молекул, которые появились миллиарды лет назад. Со временем, наряду с одноклеточными организмами, возникли многоклеточные. Один вид сменял другой, и около 100 тысяч лет назад появился современный человек. Но, что бы мы о себе не думали, мы — лишь частный случай многоклеточных организмов, которые находятся на древе среди других живых существ. Случилось, что именно мы стали обладателями наиболее сложной системы из всех, которая известна науке. Это человеческий мозг. В нем находится более 85 миллиардов нейронов. И каждую секунду нашей жизни клетки мозга получают, обрабатывают и сохраняют информацию. Все наши мысли, наши эмоции, чувства и ощущения — все это наш мозг. Мы любим мозг, грустим мозгом и даже щекотку ощущаем мозгом. И разве не удивительно, что наш биологический компьютер уже много лет пытается создать свой электронный аналог — искусственный интеллект? Мы сталкиваемся с ним каждый день, когда пользуемся смартфонами, заходим в социальные сети или играем в компьютерные игры. Пока искусственный интеллект не способен во всех отношениях сравниться с человеческим. Но кто знает, куда приведут нас новейшие научные достижения. Что вы сейчас узнали, лишь вершина гигантского научного айсберга. Политехнический музей распахнет свои двери в 2020 году и откроет для вас еще больше тайн. А пока что он превращается в открытое городское пространство, заключительный элемент в живописном центре Москвы. До встречи в стенах музея!